При ближайшем рассмотрении они наткнулись на гигантскую касатку. Что-то было не так. Индонезия – одно из самых удивительных мест в мире, и у этой страны богатая культура и красивые места. Однако эти места могут быть опасны, потому что они полны диких животных, которые ищут пищу. Ситуация становится еще хуже, когда речь заходит о водах Индонезии. Вы готовы к этой леденящей душу истории? Индонезия – это страна и огромный архипелаг, состоящий из 18 307 островов, 6 тысяч из которых абсолютно необитаемы. Это делает ее одной из самых интересных стран в мире, и она определенно занимает первое место в списке самых посещаемых туристами мест. Индонезия, окруженная Индийским океаном, славится своим богатым биологическим разнообразием и морской флорой и фауной и занимает второе место в мире по биологическому разнообразию. Кроме того, как вы можете себе представить, Индонезия изобилует прекрасными, кристально чистыми пляжами. Вот почему он стал популярным местом для туристов, которые хотят испытать что-то необычное. Но знаете ли вы, чем больше всего знаменита эта страна? Индонезия является родиной одних из самых захватывающих мест для дайвинга в мире. На самом деле миллионы туристов приезжают на многие индонезийские острова только для того, чтобы получить уникальный опыт дайвинга. Поэтому из года в год тысячи предприимчивых туристов посещают самые отдаленные острова Индонезии только для того, чтобы понырять в их водах. На пляжах полно рыбацких бригад, которые вывозят людей в море. Человек, которого мы видим на этой фотографии, Джулиан Донжа, опытный дайвер, страстно увлеченный дайвингом. Он увлекался дайвингом с тех пор, как был подростком, и после окончания школы решил зарабатывать этим на жизнь. Поэтому Донжа переехал в Гарантала, горный регион, известный как своими захватывающими дух холмами, так и чистейшими водами. Год за годом туристы стекались на остров Саранде, а также в морской парк Алели, два самых увлекательных места для дайвинга в Гарантала. Общеизвестно, что киты иногда подплывают очень близко к берегам островов Гарантала, а иногда даже появляются на некоторых из самых густонаселенных пляжей региона. Отправиться в дайвинг-тур на некоторые из этих пляжей – отличный способ понаблюдать за дикими существами в их естественной среде обитания. Но никогда не знаешь, что скрывается под волнами. Но в этот день Донжо решил поступить по-другому. Вместо того, чтобы отправиться в воду на один из своих ежедневных дайвинг-туров, он отправился с группой на рыбалку. Местные рыбаки используют огромные сети для вылова всевозможной рыбы, которую затем продают на рынке. Итак, Донжо просто сопровождал туристов в путешествии, когда несколько человек на лодке заметили нечто, мягко говоря, любопытное. Джулиан был готов показать туристам дикое море, но он понятия не имел, что они окажутся так близко к этим существам. Когда Джулиан и туристы наслаждались веселой прогулкой на лодке, он заметил, как что-то движется под водой. Что бы это могло быть? Он не был готов к такому. Самое странное в этом то, что животное, которое двигалось под водой, казалось, оставалось на одном месте. Джулиан – опытный дайвер, который не боится погружаться под океанские волны. Туристы затаили дыхание, наблюдая за прыжком Джулиана. Они боялись, что это может быть акула, запутавшаяся в леске какого-нибудь рыбака, и что она нападет на Джулиана. В интервью средствам массовой информации Джулиан объяснил, что каким бы опасным ни было животное, с которым он столкнется, он все равно поможет ему. К счастью, животное не было акулой-убийцей, однако это была огромная касатка, которая могла убить его одним взмахом хвоста. Касатки считаются самыми опасными морскими млекопитающими. Они могут весить до 6 тонн, достигать 13 метров в длину и являются одними из самых свирепых хищников океана.
Хотя они не представляют такой угрозы для человека, как акулы, вам все равно следует держаться от них подальше. Однако Данжо понял, что с существом что-то не так, и вмешался. Бедное создание, казалось, застряло и поэтому оставалось на одном месте. Джулиан увидел, что вокруг него обмотаны лески, и позвал на помощь одного из своих друзей-рыбаков. Вот как касатка застряла, вы не поверите, что произошло дальше. Какой бы рискованной ни была эта миссия, Джулиан знал, что ему нужно вытащить касатку, если он хочет, чтобы бедное животное выжило. Касатка была близко к лодке, но они должны были подойти ближе, чтобы помочь ей. Она испугалась и попыталась напугать своих спасателей. Туристы никогда не видели ничего подобного. Касатка испугалась, когда увидела, что лодка приближается, и начала пускать струю воды, как будто хотела отпугнуть Джулиана. К счастью, Джулиан не отказался и решил начать распутывать леску, удерживавшую касатку на месте. Он понятия не имел, как отреагирует животное. В это время Джулиан заметил, что касатка испугалась, и ему захотелось успокоить ее. Все мы знаем, как успокоить собаку или кошку, но касатку. Что вы делаете, чтобы она чувствовала себя в безопасности? Джулиану нужно было что-то предпринять, поэтому он решил подойти к ее плавнику и начать гладить его. Каким бы рискованным ни был этот шаг, он сработал. Касатка остановилась и позволила Джулиану и его друзьям помочь ей, когда он перерезал лески. Джулиан понял, что ему нужно сделать что-то гораздо более опасное. Туристы были поражены. В какой-то момент Джулиан исчез под водой, и все испугались. Турист, снимавший этот невероятный момент, подумал, что касатка ударила Джулиана. К счастью, это было не так. Что Джулиан делал под водой? Джулиан глубоко вдохнул воздух и нырнул под касатку, чтобы начать обрезать леску. Это показывает нам, насколько храбр герой нашей истории, потому что мы можем быть уверены, что не у каждого хватило бы смелости сделать это. То, что сделала касатка после того, как ее освободили, просто невероятно. Компания Whale Stranding Indonesia опубликовала на своей странице в Facebook это видео, в котором объясняется, что касатка запуталась. Таким образом, благодаря чутью Джулиана, великолепное создание снова оказалось на свободе. Но несколько мгновений спустя дайвер заметил нечто странное. Оказалось, что были и другие проблемы, которые еще предстояло решить. Касатка была освобождена от лески, но по-прежнему не двигалась. Именно тогда Джулиан вытащил огромную палку, чтобы оттолкнуть ее от лодки. Касатка понятия не имела, что она наконец-то свободна, и даже не пыталась уйти. Как вы думаете, трюк с палкой сработал? Похоже, касатка поняла, что она свободна, и начала медленно двигать хвостом. Касатка удалялась от лодки, и все на лодке начали хлопать в ладоши. Это был удивительный момент, и все были счастливы видеть, что Джулиан в совершенстве выполнил свою задачу. Я уверен, что туристы, которые плыли на лодке с Джулианом, никогда не ожидали, что это когда-нибудь произойдет, хотя, бьюсь об заклад, они чувствовали, что получили сполна свои деньги за эту потрясающую прогулку на лодке. Освободить запутавшуюся касатку было нелегкой задачей, но в конце концов оно того стоило. Как только она поняла, что ее освободили, касатка не стала больше терять времени и поплыла прочь. Джулиан не нуждался ни в какой благодарности, потому что в глубине души он знал, что касатка будет жить благодаря его действиям. Новость облетела весь мир, и люди по всему миру были озадачены поступком Данжо. Однако герой нашей истории не жалеет о том, что поступил подобным образом, несмотря на опасность, которой он себя подверг. Дорогие друзья, если вам понравился данный видеоролик, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всего доброго!